Всем привет! В этом видео хочу поговорить о ситуации, когда день уже клонится к вечеру, а вы понимаете, что вы ничего не сделали. По каким-либо причинам, здоровье, отвлекание, просто безделье, прокрастинация, чему угодно. Но вы в какой-то момент, там, в 4, в 5, в 6 вечера понимаете, что ваш список еще девственно чист, то есть там ни одной галочки, и вы ничего не сделали, но нужно все-таки что-то предпринимать. Здесь у вас 3 варианта развития. Первый. Вы страдаете, корите себя, распинаетесь, какой вы нехороший, но по факту ничего не делаете. То есть вы просто страдаете по поводу того, что день прожит зря. В плане вашей работы, учебы, чего угодно. Любой день не прожит зря, в принципе. Второй вариант. Вы начинаете себя уговаривать, что вы завтра все сделаете. Я завтра встану пораньше и все сделаю. Мне смешно, потому что я тоже иногда так делаю. Каждый из нас говорит о том, что вот завтра все будет так, как надо. И третий вариант, вы все-таки берете и что-то делаете. Я как раз-таки сегодня хочу поговорить о третьем варианте, потому что первые два, они максимально деструктивные. Потому что когда вы вините и корите себя, когда вот вы страдаете, что я вот такой плохой, ужасный, вы, во-первых, себя загоняете в негативную воронку, что предполагает, что завтра не будет лучше. Потому что как только мы начинаем вот в это уходить, в негатив, в обвинение себя, в такое, знаете, когда вот вы корите и ругаете себя, это не мотивация, это не мотивация к тому, чтобы действовать. Наоборот, это все глубже и глубже вас закапывает вниз, и вам все сложнее и сложнее выйти на нормальную продуктивную работу, вот на нормальный ваш день. То есть вы будете начинать с -5, а не с нуля, как вы предполагали, завтра с утра. Если же вы все переносите на завтра, во-первых, у вас, скорее всего, есть какие-то дела, которые нужно было обязательно сделать до завтра, потому что у нас у каждого есть какие-то такие вот мелкие вещи, о которых мы предпочитаем забыть. То есть мы потом завтра утром о них в холодном поту вспомним, но всегда есть такие вещи, поэтому очень нехорошо, если вы переносите на утро. Плюс вам завтра придется делать двойную нагрузку. Как ни крути. То есть если у вас был список на сегодня, это все переносится на завтра, а на завтра уже есть тоже какие-то определенные дела. Если вы еще на завтра перенесете на послезавтра и так далее. В общем, это такой достаточно сильный снежный ком, особенно если у вас какая-то ответственная работа или объемные задачи, и вы не можете действительно себе устроить полноценный выходной, то это будет достаточно плачевно. Так вот, если вы выбрали более подходящий вариант и все-таки хотите выполнить кое-какие свои задачи, нужно делать все это немножечко иначе, не так, как вы привыкли. И первое, с чего я хочу начать, это смириться. Вот просто смириться, что вот у вас такое произошло. Не копаться в причинах. Это будет немножечко позже. Это будет один из последних пунктов. Но вот в данный конкретный момент вы стоите посреди комнаты, понимаете, что там уже 6 часов вечера, у вас огромный список дел, и вы этого ничего не сделали. Вот просто спокойно примите этот факт. Второе, что вам нужно сделать, это обустроить все свое пространство, потому что, скорее всего, вы не сделали какую-то свою утреннюю рутину, обеденную, еще что-то. То есть хорошо было бы подготовить максимально пространство вокруг себя. То есть вы можете убрать со стола, заправить кровать, переодеться, в общем, сделать какие-то действия, которые бы вас настроили на рабочий лад, потому что обстановка очень сильно влияет на нашу продуктивность. Как бы нам ни казалось, что я люблю работать в хаосе, но на самом деле только определенные типы людей, очень ограниченное количество, и определенные типы задач можно делать в хаосе. То есть в большинстве случаев нам все-таки нужно такое упорядоченное, более чистое, прибранное пространство для того, чтобы выполнять свои задачи. И хорошо было бы начать с этого, потому что если вы тут же сядете на краешек стола и начнете что-то истерично делать, какие-то свои задачи, то ничего хорошего из этого не будет. Поэтому сначала смиряемся, потом приводим пространство вокруг себя в рабочее состояние, и себя тоже можете сходить, например, в душ, это тоже хорошо отрезвляет, и дальше переходим к следующему пункту. И следующим пунктом является составление нового плана действий, нового плана задач. Потому что, скорее всего, у вас уже есть какой-то план задач, но он уже не актуален, вы в любом случае его не успеете. Поэтому берем то, что у вас уже есть, и пишем заново. Но мы выбираем те задачи, о которых я говорила, которые нужно обязательно сделать. Вот то, что вам нужно подготовить, сделать, отправить, ответить. Вот эти задачи мы вписываем обязательно.
Дальше мы смотрим какие-то важные задачи, которые важны для вас, которые важны как бы в долгосрочной перспективе, потому что это какой-то маленький пазлик в вашей большой задаче, вам нужно обязательно это сделать. То есть выписываем их, все остальные задачи, которые действительно можно перенести, можно вообще вычеркнуть, можно делегировать, все это вычеркиваем. И у вас получается достаточно короткий все-таки список, я надеюсь. То есть максимально скептически относитесь к каждой задаче. Действительно ли вам нужно ее сделать? Потому что, повторюсь, время ограничено, силы, скорее всего, тоже очень сильно ограничены, поэтому делаем список небольшим. Следующий момент. Определяем минимальную цель для каждой задачи. То есть, когда мы выполняем задачу, подступаем к выполнению, мы предполагаем определенный результат. Но на самом деле всегда можно как бы большой результат получить, какой-то более яркий, красочный. То есть там, если вы решили читать книги, то вы себе там планируете целую главу прочитать, потому что так вы быстрее продвинетесь. Но для того, чтобы, во-первых, поддержать свой боевой дух, во-вторых, для того, чтобы продвинуться во всех своих делах, не обязательно читать, например, целую главу. Вы можете прочитать 5 страниц, и этого будет достаточно, и вы сможете поставить галочку. То есть определяйте минимальный результат, который вам нужно получить для того, чтобы закрыть это дело. Для нас это сейчас, вот в данный конкретный момент, более важно, то есть закрыть дело, а не получить какой-то потрясающий, невероятный результат. И последний подпункт в этом пункте, когда мы составляем новый план, очень советую сделать это на какой-то бумажке, на каком-то стикере, то есть отдельно от вашего ежедневника, и повесить прямо перед глазами, чтобы он был у вас постоянно на виду, чтобы вы были, опять-таки, в тонусе. Когда вы видите, что вам нужно сделать, какое количество задач, где вы находитесь, где вам нужно еще дальше что-то делать и так далее, когда оно у вас перед глазами, вы работаете эффективнее, вы работаете, наполненнее и заряженнее вы получаетесь, и переходим дальше уже к выполнению. Относительно выполнения. Здесь мы просто выполняем свои задачи так, как вам удобно. В принципе, можете там себе таймеры ставить, можете не ставить таймеры, это уже не важно. То есть вы должны обязательно выполнять свои задачи. И самое главное в этом случае, обязательно вычеркивайте свои задачи. То есть те, которые вы уже выполнили, не просто галочку ставьте, а именно вычеркивайте. Это, опять-таки, выработает дофамин в нашем организме, это поможет вам дальше продвигаться. То есть нам в этом случае очень нужна такая внутренняя подпитка организма. То есть все вот эти списки, все вот эти смирения, они все работают на то, чтобы сохранить у нас энергию, которая у нас еще осталась для того, чтобы выполнить задачи, и мы еще подпитываем ее по чуть-чуть, конечно, вот когда вы вычеркиваете те дела, которые вы уже сделали, это подпитывает ваши внутренние силы и помогает вам дойти до самого конца. И последнее, о чем я начала говорить в начале, это когда вот вы уже все сделали, вы вычеркнули все задачи, вы, возможно, закончили гораздо позже, чем ожидали, но все-таки вы это сделали. Вы сделали основной блок задач, и вы завтра не проснетесь в холодном поту от осознания, что я что-то забыл. Этого не будет, вы молодец, вы можете себя похвалить. Главное, себя еще в конце похвалить, что вы не перенесли все на следующий день, вы все-таки что-то сделали, вы молодец, вы справились. И вот вечером, либо на следующий день, когда у вас будут силы, если вы совсем уже не хотите ничего делать, лучше ложитесь спать, отдыхайте, и на следующий день перенесите. Если у вас еще есть такой заряд от всех проделанных дел, очень хорошо пустить эту энергию на то, чтобы выяснить, почему так произошло. То есть проанализируйте ситуацию, почему вы пропустили целый день, почему вы ничего не делали. Потому что причин может быть очень много. Это не обязательно лень, это может быть накопленная усталость. То есть в какой-то момент вот вы бежите в своем рабочем графике, но как бы организм все-таки устает, и в какой-то момент он дает сбой, и вы просто ничего не можете делать, вам ничего не хочется. Возможно, это накопленная усталость. Возможно, это просто усталость после нескольких очень активных дней. Такое тоже бывает. А у вас там были очень насыщенные такие там встречами, еще чем-то, делами, и в таком вот опять-таки ритме активном были, но как только все это прекратилось, то есть такие более спокойные, привычные вам дела начались, все, ваш организм сдулся, это тоже нормально. Просто все эти причины нужно проанализировать для того, чтобы спрогнозировать дальше. То есть вы должны понять причину, проанализировать и решить, можете ли вы что-то с этим сделать или не можете. То есть есть, конечно же, такие случаи, когда вам, например, кто-то позвонил с утра, расстроил какой-то новостью, и все, весь день на смарку. Да, такое непредсказуемое, такое со всеми случается, это нормально. То есть здесь мы откладываем как бы ваше планирование, просто вот у вас такое обстоятельство было. Если же вы понимаете, что у вас был либо насыщенный график, либо вот какие-то действия, которые вы понимаете, что вы можете сделать иначе,
продумываем, как мы будем делать иначе, там, группировать, делегировать, отключать телефон в какой-то момент или еще что-то. То есть, ну, у каждого будет, конечно же, свое, и делайте иначе. И пару слов по поводу перенасыщенности. Если вы понимаете, что у вас из недели в неделю какой-то один день выпадает, понимайте, что у вас было перед этим, как вы можете это изменить. Возможно, все-таки вам нужно на этот день назначить полноценный выходной. Ну, потому что вот так вот случается ваш график, что вот у вас, например, первые 3 дня очень сильно насыщены, и на 4-м вы ничего не можете делать, назначайте туда выходной. И в этом случае вы должны пересмотреть все свое планирование, посмотреть, как вы распределяете дела, время, нагрузку и так далее, и уже, ну, перелопатить все. То есть здесь не будет какого-то единого простого решения, скорее всего, вам придется пересмотреть всю свою систему. Но ваш день в любом случае будет спасен. Я всегда за то, чтобы делать какие-то дела, чтобы утром проснуться уже таким более бодрым, активным, потому что вы вчера все-таки не потратили впустую день, а вы все-таки что-то сделали, вы большой молодец, и я вам того же желаю. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, надеюсь, вам это все пригодится. Пока-пока!